Сегодня мы поговорим о восстановлении после родов. С какими проблемами вы можете столкнуться и как их исправить. Существует три основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться после родов. Первое – это нарушение формы груди. Второе – это деформация живота. И третье – это нарушение в интимной зоне. О проблемах изменения формы груди я подробно рассказал в предыдущих видео. Вы их можете посмотреть по ссылке в описании. Второй комплекс проблем связан с животом. Во время беременности происходит растяжение кожи, растяжение мышечного каркаса, накопление лишнего жира. Эти изменения происходят у каждого человека очень по-разному. У кого-то растягиваются только мышцы живота. Тогда мы видим такой пивной животик. У кого-то происходит растяжение кожи, и тогда мы видим такое нависание кожной складки в виде фартуха. У кого-то эти проблемы появляются вместе. У кого-то еще добавляется накопление лишнего жира. Но у меня для вас хорошая новость. Все это можно исправить. Абдоминопластика может быть полная, может быть мини-абдоминопластикой, с пластикой мышечного корсета, с переносом пупка, с липосакцией. Все это отдельные этапы операции, которые могут сочетаться. И в каждом конкретном случае нужно подходить индивидуально. Все очень индивидуально. Зависит это от того, какой живот ваш был до родов и какие изменения с ним произошли во время беременности. Иногда мои пациентки говорят, что такого живота они не помнят своих 16 лет. Но если у вас произошли сильные изменения живота, то абдоминопластика исправит большинство из них. Реабилитация после абдоминопластики проходит такое же время, как и после любых других операций. То есть в течение месяца нужно носить компрессионное белье для вашего же удобства, ограничивать физические нагрузки. И постепенно вы будете возвращаться к своей обычной жизни. Период реабилитации занимает в среднем от 1 до 3 месяцев, но окончательно можно говорить о результате где-то через полгода-год. Я своим пациентам разрешаю начинать физические упражнения где-то через месяц после операции. Но начинать их нужно с тех зон, которые не подвергались оперативному вмешательству. То есть это можно ноги, руки. А делать упражнения на живот можно начинать где-то через 2-3 месяца. Как правило, рубец после абдоминопластики располагается в зоне бикини, и в одежде он практически не заметен. В принципе, эти операции сочетать можно, но я всегда смотрю на объем операции. Если это просто увеличение груди и небольшая абдоминопластика, то я эти операции сочетаю. Если речь идет о подтяжке молочных желез с имплантами или без и о большой расширенной абдоминопластике, я стараюсь эти операции разделить, потому что это тяжело и для хирурга, и для пациента. Третий комплекс проблем связан с интимной зоной. Часто женщины жалуются на то, что при физических упражнениях у них появляются какие-то булькающие звуки, попадание воздуха во влагалище, дискомфорт при ношении нижнего белья, ну и неудовлетворительный эстетический вид. Все это можно решить с помощью эстетической хирургии. При растяжении влагалища делается такая операция, как кольпарофия, и можно получить влагалище не рожавшей женщины. Также часто женщины жалуются на то, что неудобно носить нижнее белье, потому что натирают большие половые губы. Здесь на помощь приходит лабиопластика. При этой операции удаляется выступающая часть малых половых губ, и проблема решается. Рубцы при этих операциях практически незаметны. И еще бывает такая проблема, когда во время родов женщинам рассекает промежность, эпизиотомия, когда голова
плода большая и не проходит во влагалище. При этом в виде деформации делается просто коррекция кожного рубца. Операция достаточно несложная, но с хорошим эстетическим результатом. Если она ухудшилась после родов, то однозначно улучшится. После этих операций я рекомендую ограничить физические нагрузки на 2 недели и половую жизнь на 4-6 недель. Если у вас возникли еще вопросы, задавайте их в комментариях. На них я отвечаю лично. Не забудьте подписаться на мой канал и оценить это видео лайком. Мне это очень важно.